anybody work with people who are victims? Работал ли кто-либо из вас с людьми, которые являются жертвами? Right? People complain about things and Люди that other people жалуются have done на to them. разные вещи, которые люди делали по отношению к ним, да? Sure. The rain falls on everyone, doesn't it? Но дождь падает на всех, капает на всех. Правда? Perhaps it rains more on some people than others. I don't know. Но на некоторых людей попадает больше капель, чем на других. Уточнить, эффективность это то, что на самом деле с человеком произошло, ну то есть конкретной ситуации, или же это его ощущение, да, что ему кажется, что вот с ним такое. Вопрос. Эффективность это то, что произошло с человеком, или это ощущение, как ему кажется, да, что произошло? I would call victimism what people's perception is. Я бы назвал виктивностью больше вопрос восприятия людей. And the way they change their thinking to adjust to it. И то, как человек меняет свое мышление, чтобы адаптироваться к тому, что не произошло с ним. You know, some people get a lot of sympathy from being victims. Некоторые люди получают очень много сочувствия от других в связи с тем, что они являются жертвами каких-то событий. And sometimes they get stuck in a life that draws a lot of sympathy from other people because they're victims. Иногда они застреют в такой ситуации, получая от других людей много поддержки, много симпатии, поскольку они являются жертвами. So I would want to encourage a person to not forget about being a victim. И я хочу ободрять человека в том, чтобы он не забывал, что да, с ним произошло что-то, он был жертвой каких-то событий или какого-то отношения. But to adjust to it in a way that that they don't get stuck in a life like that. Но при этом я хочу ободрять людей в том, чтобы они не застревали в жизни с подобного рода подходом. Because it might feel good to get sympathy from other people. Потому что может быть очень приятно получать поддержку и сочувствие от других людей. And we all should have some. И мы все нуждаемся в этом. We shouldn't get stuck there and stay there. We have to make a contribution in society. Но важно, чтобы мы не застревали в этой позиции. Важно, чтобы мы делали свой вклад в развитие общества. Any other questions? Профессиональная жертва. Профессиональная жертва. Это называется профессиональная жертва. Жертва профессионал. Профессионал. Ага. Well, it's called professional victim. Yes. Okay. Yes. Professional victim. Right. So your status changes from amateur to У вас professional. статус меняется из жертвы уровня аматор, и вы становитесь жертвой уровня профессионал. А если есть такое, например, поведение жертвы, когда она отвергает сочувствие? Если есть поведение жертвы, когда она отвергает сочувствие. Some people do. I don't. Некоторые люди действительно отвергают. There are probably options with that situation. Есть разные варианты того, как можно с этим обходиться. Because not everyone acts not everyone responds the same way. Потому что не все реагируют подобным образом. Some people might say, I'm not hurt, it didn't bother me. Кто-то может сказать, я совсем не ранен этим, это меня вообще никак не побеспокоило. When perhaps it really did. Но когда на самом деле человека это могло глубоко ранить. And they just don't want to admit it. Просто человек не хочет признавать. On the other hand, this might be a person who's more mature. С другой стороны, это может быть человек, который является просто более зрелым. And they've learned already how to deal with hardship and injustice. И он уже научился тому, как обходиться с сложностями и несправедливостью. So it's not such a shock to them. They're not so confused by it. И это не такой шок для них. Они не так смущены, их не так это сильно расстроило и запутало то, что с ними произошло. Maybe they've already learned how to forgive people. Возможно, они уже научились прощать людям. And they say, well, it hurt me, but И они признают, да, мне было больно, I can forgive. но я могу простить. Because, of course, God has forgiven me of many things too. Потому что Господь простил мне много из того, что я сделал. And so they can have a more mature response. But some people will just not want to admit that it hurt. So there's a variation probably in people who say I'm not a victim. И есть разные подходы, разные варианты, разные случаи, когда люди могут говорить, нет, я не жертва. My point is that I don't think it's a good idea to adopt being a victim as the main theme of your life. А что я хочу сказать, заключается в том, что важно не выбирать
воспринимать вот эту позицию «я жертва» как важную, как ключевую тему вашей жизни. Yes, I'm a victim, but not just Да, a victim. да, я стал жертвой чего-то, но я не являюсь всего лишь жертвой. Yes. У меня такой вопрос. Всякая религия и также психология, она имеет в центре себе понимание виктимности, вот этой жертвы. А может быть, чуть-чуть, если бы вы показали вот сущность самой жертвенности, которая есть для нас, вот этого вот понимания в религии и в психологии. Всякая психология и религия включает в себя Да, понятие да. жертвы. Покажите, пожалуйста, суть. Как на базовом принципе. Как базовый принцип, да? Покажите, пожалуйста, суть жертвенности в религии и в психологии, да? This is some of the recent psychological literature Некоторые из последних психологических исследований talks about the benefit that we get говорят о том, какие преимущества мы получаем от того, from forgiving other people. от прощения других людей. And this is psychological literature. It's not necessarily related to religious literature. И это психологическая литература, она не всегда имеет отношение к религиозной литературе. But people have been studying the benefits that people get Но люди исследуют преимущества, которые другие люди получают, when they give up the stress and the anger and the bitterness когда они избавляются от стресса, от злости, от горечи, that comes from being a victim. которые связаны с тем, что человек является жертвой, ощущает себя жертвой, стал жертвой чего-то. And it relates to your question. И это имеет отношение к вашему вопросу. Because they speak of this forgiveness as if it's a gift that you give to someone. Потому что они говорят о прощении как о даре, который вы отдаете кому-то. Because yes, the person caused me pain, Потому что да, человек мне причинил вред. and they did something that they shouldn't have done. Он сделал что-то, чего он не должен был делать. But when we forgive them, it's as if we're giving them a gift Но когда мы прощаем человека, это похоже на то, как будто мы дарим ему какой-то подарок, that they don't deserve. который они не заслуживают. And of course, that has a benefit to us, right? И это много преимуществ дает нам. It feels good to give gifts to other people. Приятно делать подарки другим людям. It makes us feel powerful. И мы чувствуем тогда себя сильными. And we're not even talking here about what the Lord tells us to do, which is to forgive our enemies. И мы не говорим сейчас здесь о том, что Господь нам говорит делать, в смысле прощать своих, когда Господь говорит нам прощайте врагов своих. We're just talking about the personal psychological rewards that come to a person Сейчас from мы forgiving говорим other people. только о личных психологических вознаграждениях, которые человек получает, прощая других людей. Think of all just the physical energy it takes to maintain a grudge or resent another person. Подумайте о всей психологической энергии, которую вам, даже физической энергии, которую вам приходится сдерживать для того, чтобы держать вот эту злобу на человека. Even my understanding of the Greek word for forgiveness Даже мое понимание греческого слова прощения is to let go, означает отпускать. drop it. Просто бросьте. And in that very act, my muscles are relaxing. И само это действие отпускания или бросания подразумевает, что мои мускулы расслабляются, My breathing is getting better, мои мышцы relaxing. расслабляются, мое дыхание становится более расслабленным, And the stress in my life is leaving. и стресс в моей жизни уходит. Again, we're just talking about psychology here. Мы говорим сейчас только о психологическом аспекте. But think about now add to that А the теперь blessing, добавьте к этому благословение, the blessing that we believe we get from God которое мы верим, получаем от Бога, when we forgive other people. когда мы прощаем других людей. You know, we forgive others as I have forgiven you. Прощай другим, как я простил тебе. Right? So there's both a physiological benefit Есть и физиологические преимущества, and there's a spiritual benefit и also. духовное преимущество. В этом-то и проблема. Простить, простил, но не забыл. В этом-то и проблема. Простить, но не забыл. Простил, но не забыл. Привет. Oh no.
Нет. So I probably have to forgive again and again Тогда мне and нужно again. снова и снова и снова прощать. Because my feelings of anger and resentment come back to me. Потому что мое чувство злости и мое желание отомстить возникают снова и снова. Maybe that's why Jesus said 70 times 7. Возможно, именно поэтому Иисус говорил 7 раз по 70. The American researcher that researched this work on forgiveness Американский исследователь исследовал эту работу, занимался этим исследованием на тему прощения. name is Enright. Maybe Enright. I can spell it. Его имя, его фамилия звучит Райт. Let's see here. This is his name. Райт. Right? Рон Райт. Ron Enright. And I don't know the names of the publications, but Я не помню название его публикации, he's written a book published by the American Psychological Association но он написал книгу, которая была опубликована Американской психологической ассоциацией about the psychological practice of о forgiveness. психологической практике прощения. He's also written in Christian publications. Он также его печатали в христианских изданиях About this, a similar thing. на аналогичные темы. Other questions? Есть ли еще вопросы, Comments? комментарии? We'll come back to this Мы theme вернемся к этой теме, of victimization and seeing теме oneself as a victim. виктимизации и рассмотрения себя как жертв. Later on, what I want to talk about is the ruthless victim. Когда мы будем говорить о бессовестных жертвах, жертвы, которые способны делать все, что угодно по отношению к другим людям, у них вообще нет совести. So we'll talk about that a little later. Поговорим об этом позже. For a couple minutes, I'd like to talk. Super professional, super high level, top level. Master Master victim. victim. That's Жертва мастер, мастер высшего уровня. Just a few words about living with integrity. Пару слов о том, как жить в целостности. Integrity is having all the components of a person's life together, yeah? Целостность предполагает наличие всех компонентов жизни человека в единстве, Now в согласии. there's quite a bit of interest in the Christian psychological world in this question of integration, that is, bringing together our psychological practice and our Christian lives. Есть довольно много вопросов об интеграции в контексте целостности для христианских психологов, о том, как интегрировать нашу христианскую идентичность и психологическую идентичность. And I am trying to, I believe this is in the words of Piaget, И я верю, что, насколько я помню, это в работах Жана Пиаже, to both assimilate когда там описано ассимиляция and to accommodate и аккомодация these things into my life. Всего этого в моей жизни. So when we really integrate things into our lives, Когда мы интегрируем жизнь, интегрируем разные аспекты в нашу жизнь, well, like the skill of driving, for example, к примеру, навык вождения. we begin in practice that's rather clumsy. Мы начинаем практиковать, и когда мы вначале учимся, мы довольно неуклюжи в том, как мы водим машину. And we go through all the steps. И мы проходим все шаги, But then we practice, и мы тренируемся, мы учимся. and our practice is crude. И вначале мы тоже довольно неуклюжи, когда мы водим. And we are all over the road at first. Вначале нас может носить немножко по дороге, But as we get more в сторону в skilled, сторону, но по мере того, как у нас развиваются наши навыки, уровень наших навыков совершенствуется, the driving becomes easier and easier. вождение для нас становится все более легким занятием. And then eventually we won't say I'm driving somewhere. И в конечном итоге мы говорим не о том, что мы ведем машину куда-то, We say I'm going somewhere. мы говорим, я еду куда-то. And by that we mean I'm driving, but we're not even thinking about the fact that we're И driving. когда я говорю, я еду куда-то, я не думаю уже о том, что я именно буду вести машину. And that driving takes up much smaller part of our attention than it used to before. И тогда сам факт того, что мы ведем машину,
требует от нас уже намного меньше концентрации внимания, то есть мы можем намного меньше уделять внимания этому процессу, чем это было ранее. So that while we're driving, we turn on the radio, И мы можем даже вести машину, даже включить радио, or we talk to someone on the telephone, или можем даже говорить с кем-то по телефону, or we do our hair, или даже причесываться, or we eat breakfast. или кушать завтрак. Maybe we're getting a little. Может быть, это But уже what- чересчур, But what I mean to say is that things become integrated into our lives and become automatic. но по мере того, как мы интегрируем те или иные навыки в свою жизнь, они становятся более автоматическими. Training and ideas are sometimes what are the difficult things for our clients too. И эти automatic trainings, The trouble that let's say the bad habits are automatic. и тогда плохие привычки тоже могут быть автоматическими уже. Through practice, Когда and мы тренируемся, people have learned bad habits that are automatic. люди тренируются и развивают свои плохие привычки, и они могут становиться уже автоматизмами. And sometimes with those automatic behaviors are beliefs that they don't even realize they believe. И с этими автоматическими видами поведения, с ними вместе могут приходить и определенные убеждения, которые тоже для людей становятся автоматизмами, и люди даже не осознают, во что они сами верят. Like, I need a drink. Например, мне нужно выпить. That's a belief. Это убеждение. But it's a belief that a person may not even realize that they believe. Это убеждение, которое человек может даже не осознавать. But anyways, as we practice, these things become less conscious in our minds. По мере того, как мы тренируемся и практикуем определенное поведение, определенные действия, эти, в том числе убеждения, становятся все менее осознанными. And I think this is how we're trying to practice and to learn to live as Christians too. И по аналогии с этим мы тренируемся и учимся жить как христиане. There are many rules, for instance, in the Bible, Есть множество правил в Библии, and we try to integrate those rules into our и lives, мы стараемся интегрировать эти правила в нашей жизни, to obey the commands that God gives to us, подчиняться заповедям, которые Господь нам дал в Библии, and then to practice those commands и практиковать, упражняться в применении этих заповедей, so that those commands become automatic in our actions too. для того, чтобы эти законы, которые Господь дал нам, чтобы они стали похожими на автоматизмы для нас. And so those beliefs may also become automatic in our И minds. эти убеждения могут тоже стать для нас автоматическими. Automatic beliefs. Автоматизмы, убеждения автоматизмы. Like for example, I'm safe because God cares about me. К примеру, убеждение, что я в безопасности, поскольку Господь заботится обо мне. I don't really worry about tomorrow Я на самом деле не особо беспокоюсь о завтрашнем дне, because I believe I don't have to. потому что я верю, что мне не нужно этого делать. So I'm trying to integrate this knowledge from the Bible and from what I know of God into my life. И я стараюсь интегрировать это знание из Библии о том, что я знаю от Бога в свою жизнь. And you know I'm a pastor and a И вы psychologist. знаете, что я пастырь и психолог. So I'm trying to bring those together in my life И я также стараюсь интегрировать обе эти сферы в своей жизни. because and to take everything that I know to try to help to benefit people. И стараюсь применять все, что я знаю, с целью оказания помощи людям. Because of course, as it was said before, when I help other people, I'm really helping myself too. Потому что, как мы говорили ранее, когда я помогаю другим людям, я на самом деле помогаю себе в том числе. Any questions about this last Есть ли part? вопросы об этом последнем аспекте? Or else